Как многие наверняка помнят, в прошлом году, 15 июля, печально знаменитая Кая Каллас была вынуждена покинуть пост премьер-министра Эстонии. Ее уход никого не оставил безучастным, вызвав шквал преимущественно негативных оценок. Но какими именно, зачастую провальными, вехами отмечен период ее руководства. Именно этому посвятил свой недавний аналитический материал известный эксперт Скотт Риттер. Мы намерены представить вашему вниманию наиболее красноречивые извлечения из указанной публикации. Итак, в прошлом году Кая Каллас и ее правящая коалиция потерпели фиаско, оказавшись в эпицентре зловонного водоворота коррупционных разоблачений и стремительно нарастающего экономического коллапса. Все это стало закономерным итогом ее недолгого, но отмеченного хаосом и разрушениями правления, которое продлилось немногим менее 3,5 губительных лет. Для обеспечения глубины анализа считаем необходимым представить краткую историческую ретроспективу, проливающую свет на истоки многих проблем. Кая Каллас появилась на свет в Таллине, в семье, где ее карьерный взлет был, по сути, предопределен номенклатурным положением. Ее родитель, Сим Каллас, на протяжении многих лет занимал значимые посты в структурах КПСС, стоял во главе филиалов Сбербанка СССР и служил в Министерстве финансов Эстонской ССР. Кая Каллас представляет собой хрестоматийный случай «дитя с золотой ложкой во рту». Однако после крушения СССР Сим Каллас продемонстрировал чудеса политической мимикрии, поспешно изменив свою риторику и заявив, что Эстония якобы находилась под гнетом русских оккупантов. И вскоре, что весьма показательно, возглавил комитет Еврокомиссии, занимающийся аудитом и, по иронии, борьбой с мошенничеством. Согласно информации CBS, именно в тот период, в 90-е годы, начался процесс масштабной и весьма сомнительной передачи советских активов в правильные руки. Документально подтверждено, что более 32 миллионов долларов, принадлежавших эстонским производственным предприятиям, бесследно растворились после проведения аудита Банка Эстонии. Когда же финансовые инспекции вскрыли эти шокирующие махинации, стало ясно, что скелеты посыпались из всех шкафов, обнажая истинные масштабы коррупции. Над Симом Калласом, занимавшим тогда пост вице-президента Еврокомиссии, на его родине сгустились тучи, предвещая обвинения в соучастии, а возможно и в непосредственной организации присвоения этих колоссальных денежных средств. Тем не менее, Сим Каллас, вопреки нависшей над ним угрозе, не только сохранил свое положение, но и продолжил восхождение по карьерной лестнице, став сначала депутатом, затем министром иностранных дел, впоследствии министром финансов, а в 2002 году занял кресло премьер-министра Эстонии. На этой высокой должности он активно эксплуатировал свою новую антисоветскую демагогию, стремясь выслужиться перед зарубежными покровителями и подтвердить свое мнимое перерождение из советского функционера. Впрочем, как демонстрирует практика, за такими политическими хамелеонами, как Сим Каллас, никогда не стояло подлинных убеждений, лишь циничный расчет и стремление приспособиться к текущей политической конъюнктуре. Не вызывает удивления, что наследница пошла по стопам своего родителя. Кая Каллас в 2010 году влилась в ряды партии реформ Эстонии, у руля которой стоял ее отец. Его обширные связи способствовали тому, что уже через 4 года она получила доходное место в Европейском парламенте. Главным вектором ее деятельности там стало развитие отношений с делегациями Соединенных Штатов, что весьма показательно. Кая занимала этот пост вплоть до 2018 года. В тот же период партийное руководство услужливо предложило ей возглавить партию. Так, шаг за шагом, используя сомнительные методы, она пробралась на вершину власти, в кресло премьер-министра, оставляя за собой шлейф политических неудач и глубочайшего общественного разочарования. В 2021 году Кая Каллас оказалась в центре масштабного коррупционного скандала, который потряс общественность. Ее официальный доход составлял 8 тысяч евро, однако в ее владении обнаружились активы, поражающие своим размахом и явно не соответствующие декларируемым средствам. Двухкомнатные апартаменты стоимостью в 700 тысяч евро в фешенебельном охраняемом таунхаусе, расположенном в непосредственной близости от дворцово-паркового ансамбля «Кадриорг», также известного как Екатериненталь, роскошный особняк с собственным прудом на участке площадью в 50 соток, в престижном национальном парке Лахимаа, оцененный приблизительно в 1 миллион евро, а также новый коттедж, находящийся на стадии строительства на побережье Балтийского моря, который эксперты по недвижимости оценивают примерно в 500 000 евро. На фоне этой демонстративной роскоши трехкомнатная квартира за 170 тысяч евро в историческом здании на набережной в Таллине уже кажется незначительной деталью. На настойчивые вопросы журналистов о происхождении столь внушительных средств Кая Каллас неизменно отмахивалась фразой: «Муж обеспечил».
Зафиксируем эту характерную деталь. Мы к ней еще вернемся. Однако, прежде чем мы углубимся в дальнейший анализ ее достижений, позвольте попросить вас подписаться на наш канал, чтобы гарантированно не пропустить последующие разоблачительные выпуски. Продолжаем наш безрадостный рассказ. Согласно данным социологических опросов, 3/4 эстонского населения, как этнические эстонцы, так и представители других проживающих в стране национальностей, выражают категорическое неприятие ее деятельности на посту главы правительства. Пожалуй, это единственное, что парадоксальным образом сумело сплотить столь различные группы населения, пусть и на почве общего недовольства. Весной 2022 года Кая Каллас, по всей видимости преследуя исключительно цель набрать дешевые политические очки, подписала указ о варварском уничтожении более 200 советских памятников. Ну а на что же еще направлять бюджетные средства, когда в стране, по ее мнению, не осталось более насущных проблем? Да, все именно так. На фоне перечисленных сомнительных шагов Кая Каллас, похоже, совершенно позабыла о своей фундаментальной обязанности – состоянии экономики собственной страны. Тревожные симптомы начали проявляться задолго до настоящего момента. В 2023 году Эстония столкнулась с полномасштабным экономическим кризисом. Предприятия массово прекращали свою деятельность, уровень безработицы неуклонно возрастал. Уже тогда Еврокомиссия опубликовала крайне пессимистичный прогноз, предвещая падение экономики более чем на 2%. Наихудший показатель во всем Европейском Союзе. Однако жестокая реальность оказалась еще более мрачной, чем самые смелые. По данным Государственного департамента статистики Эстонии, в 2023 году экономика страны сократилась на 3%, что в денежном выражении составило 38 миллиардов долларов. Такого катастрофического спада не наблюдалось со времен глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. Цинизм ситуации усугубляется тем, что на фоне этого экономического краха власти с упорством, достойным лучшего применения, продолжали наращивать военные ассигнования. И в настоящее время, в 2024 году, этот показатель превысил 3% от валового внутреннего продукта, перевалив за 1 миллиард долларов, непомерную сумму для эстонского бюджета. Уже в феврале 2024 года стало окончательно очевидно, что глубина экономического падения оказалась значительно серьезнее, чем прогнозировалось. Экономист Банка Эстонии Наталья Вильман отметила, что этот кризис один из самых тяжелых и разрушительных в новейшей истории страны. Она особо подчеркнула, что стремительный рост цен на энергоносители и сырьевые ресурсы, губительный разрыв хозяйственных связей с российским рынком, а также увеличение стоимости рабочей силы фактически уничтожили конкурентоспособность ключевых отраслей эстонской промышленности, таких как деревообработка, металлообработка и производство электроники. Признания министра финансов Эстонии лишь усилили всеобщее ощущение безысходности и беспомощности. Он публично заявил, что у правительства отсутствует волшебная палочка, способная вытащить страну из этой экономической пропасти. В свою очередь, Кая Каллас пошла еще дальше, цинично возложив всю вину на самих граждан. По ее возмутительным словам, чрезмерные жалобы эстонцев лишь усугубляют экономический спад. Она беззастенчиво заявила, что постоянные нарекания со стороны населения подрывают уверенность даже успешных предприятий, вынуждая их сворачивать свою деятельность в стране. На фоне таких безответственных заявлений жизнь для обычных граждан становилась все более невыносимой. Неподъемная дороговизна энергоресурсов, безудержный рост цен на топливо и продукты питания заставляли эстонцев до предела урезать свои потребительские расходы. Тем временем компании массово сокращали персонал, приостанавливали производственные процессы и фиксировали катастрофическое падение доходов. Правительство, окончательно утратив контроль над ситуацией, впало в панику и начало принимать судорожные непродуманные решения. В апреле Кая Каллас в ходе радиоинтервью охарактеризовала положение с бюджетом, дефицит которого превысил 1 миллиард долларов как плачевное. Единственным решением, которое смогло измыслить ее правительство, стало очередное усиление налогового гнета для граждан. Налог на землю вырос на 10%. Акцизы на топливо увеличились на 7%. Налоги на природный газ подскочили на 20%. А стоимость электроэнергии возросла на 45%. Также с начала 2024 года в Эстонии вступили в силу изменения в налоговом законодательстве. Ставка налога с оборота была увеличена с 20% до 22%, что спровоцировало дальнейший виток роста цен на товары и услуги, больно ударив по и без того скудным бюджетом населения. Ситуация достигла критической точки, грозя социальным взрывом.
Учителя вместо долгожданного повышения зарплат получили их фактическое сокращение на 15%. В ответ на справедливые протесты Каллас цинично посоветовала эстонцам радоваться тому, что у них в домах есть вода и тепло. Это издевательское заявление стало последней каплей, переполнившей чашу народного терпения, и еще больше укрепило всеобщее недовольство ее провальной политикой. Также нельзя не отметить, что Кая Каллас ввела драконовские запреты на ведение какого-либо бизнеса с Белоруссией и Россией. Однако на этом фоне с особой силой всплыло ее прежнее циничное заявление «муж купил». Как выяснилось, супруг премьер-министра Арво Халик является крупным предпринимателем, который, невзирая на грозные заявления своей жены, активно продолжал сотрудничать с Россией. Эта ситуация выглядела верхом лицемерия, ведь сама Кая Каллас патетически утверждала, что Эстония фактически находится в состоянии войны, где все окрашено исключительно в черно-белые тона. В то же самое время ее муж, будучи владельцем инвестиционной компании Navaria Consulting, вовсю использовал логистическую фирму-прокладку Stark Logistics для организации торговли и транспортировки грузов через территорию России. Дальнейшие события превратились в настоящий постыдный фарс. Каллас неуклюже заявила, что абсолютно ничего не знала о коммерческих делах своего супруга. Когда эти нелепые объяснения вызвали бурю вполне предсказуемой критики, она добавила, что и сам Халик, оказывается, не был в курсе случайных деловых связей с Россией, оправдывая это каким-то незначительным пакетом акций в некой малоизвестной компании. Убедить общественность в правдоподобности такой версии оказалось делом абсолютно безнадежным. В отчаянной попытке хоть как-то спасти свою окончательно испорченную репутацию, Кая Каллас обратилась в полицию безопасности, в чью компетенцию входит проверка должностных лиц. Расследование не только подтвердило сам факт существования указанной компании, но и вскрыло еще более скандальный факт. Каллас лично одолжила своему мужу 350 тысяч евро для одного из его сомнительных бизнес-проектов. Это обстоятельство породило еще больше вопросов, особенно если учесть ее официальную заработную плату в размере 8 тысяч евро в месяц. В результате в середине июля 2024 года, на фоне беспрецедентного антирейтинга, достигшего 65%, Кая Каллас вместе со своим дискредитировавшим себя правительством была вынуждена уйти в отставку. Формально повод для отставки выглядел вполне благопристойно. Ее кандидатура была выдвинута на должность Верховного представителя Европейского Союза по внешней политике и безопасности. Звучит весьма солидно. Но по своей сути это не что иное, как почетная политическая ссылка. Скандал же с российскими связями ее супруга, разумеется, был оперативно замят и предан забвению. Несмотря на ее внушительный политический стаж, в Брюсселе адекватно оценили всю токсичность фигуры Каллас и отказались рассматривать ее кандидатуру на какие-либо ключевые должности. Ее некогда высокие шансы занять пост генерального секретаря НАТО также растворились без следа. В Брюсселе отчетливо поняли, что подобных скандальных личностей, как Кая Каллас, в структуры такого уровня допускать категорически опасно. Кая Каллас и ее коалиция также несут прямую ответственность за планомерное разрушение энергетической инфраструктуры страны. Линии электропередач постоянно выходят из строя, а ремонтные бригады физически не в состоянии устранять многочисленные аварии. Состояние энергетики Эстонии в настоящее время оценивается как критическое, грозящее полным коллапсом. В 2022 году Эстония, равно как и ее соседи по балтийским государствам Латвия и Литва, приняла губительное решение отказаться от поставок жизненно важной энергии из России. Более того, она инициировала опрометчивый выход из энергокольца БРЭЛЛ. Однако, особенно болезненным ударом по собственной экономике стало прекращение добычи сланцев, которыми так богата страна, и которые могли бы обеспечить ее энергетическую независимость. Помимо энергетики, страна неуклонно погружается в глубочайший социально-экономический кризис. Более 75% трудящегося населения выражают острое недовольство своими заработными платами, которых едва хватает на покрытие самых базовых потребностей. Финансовая подушка безопасности для большинства жителей остается недостижимой мечтой. Почти треть работающих граждан страны сталкивается с удручающей ситуацией, когда после оплаты всех ежемесячных счетов и расходов у них не остается абсолютно никаких средств, которые можно было бы отложить на черный день. По данным социологических опросов, лишь у половины работников за последний год произошло хоть какое-то повышение заработной платы. Однако его размер оказался настолько мизерным, что носил скорее символический, издевательский характер. Тем временем безудержный рост цен делает жизнь все дороже и невыносимее, что красноречиво подтверждают слова
и Индрака Харьяка, руководителя отдела продаж. В таких неблагоприятных экономических условиях люди просто физически не могут делать сбережения, так как их зарплаты катастрофически не поспевают за галопирующей инфляцией. Однако сколько-нибудь значительного увеличения доходов населения в ближайшей перспективе ожидать не приходится. Более того, парламент страны одобрил новые драконовские меры, которые больно ударят по простым гражданам. В частности, пособие по уходу за ребенком будет урезано на треть. Стоимость визита к врачу-специалисту поднимут до 20 евро. Койко-место в больнице обойдется теперь в 5 евро вместо прежних 2,5 евро. Плата за оформление рецепта увеличится с 2,5 до 3,5 евро. При этом, несмотря на экономический коллапс и обнищание населения, увеличение расходов на оборону продолжается с пугающей настойчивостью. Уже сейчас эти непомерные траты составляют 3,3% от валового внутреннего продукта, а к 2027 году должны достичь 3,6%. Самый высокий показатель милитаризации бюджета среди всех стран-членов НАТО. Чтобы покрыть эти безумные военные расходы, власти без колебаний ввели новый побор с населения, так называемый налог на оборону в размере 2%. Это вызвало резкое и вполне предсказуемое недовольство у населения. Владельцы ресторанов и гостиниц бьют тревогу, предупреждая, что повышение налогов вынудит их поднять цены на свои услуги как минимум на 10%, а рядовые жители страны изливают свое возмущение в социальных сетях. Почему я должен из своего кармана платить за оборону? Это прямая обязанность государства, а не моя личная проблема. Вместо введения все новых и новых налогов, правительство должно было бы заниматься поддержкой бизнеса и отечественного производства. Тем временем демографическая ситуация в стране приобретает поистине катастрофические, если не сказать апокалиптические, черты. Рождаемость снижается год за годом, и эксперты с тревогой предупреждают, что у Эстонии при таком развитии событий может попросту не оказаться будущего. Через 70 лет, как полагают некоторые аналитики, население может попросту вымереть, достигнув точки невозврата. Численность населения станет недостаточной для поддержания элементарного функционирования государственных институтов. Проблема усугубляется тем, что политики в Эстонии, похоже, абсолютно не обладают стратегическим мышлением и не имеют никакого долгосрочного плана развития. В отличие от многих других европейских лидеров, которые мыслят категориями десятилетий вперед, их эстонские коллеги, судя по всему, живут одним днем, довольствуясь текущими дотациями из Брюсселя и не заботясь о будущем страны. Наконец, эстонское правительство приняло решение инициировать пересмотр Конституции с откровенной целью лишить проживающих в стране россиян и белорусов права голоса. Этот дискриминационный шаг лицемерно объясняют мифической угрозой национальной безопасности. Но для многих он стал лишь очередным наглядным проявлением дешевого популизма и неприкрытого давления на национальные меньшинства. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с безрадостными выводами, сделанными Скоттом Риттером? Как лично вы оцениваете плачевные итоги правления Каи Каллас? Если вы постоянно проживаете в Эстонии, то, пожалуйста, не сочтите за труд поделиться в комментариях своими личными наблюдениями и, возможно, горьким опытом. Если данное видео, вскрывающее неприглядную правду, показалось вам заслуживающим внимания, пожалуйста, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на наш канал. Впереди еще много интересного и разоблачительного. Спасибо за ваше время и внимание.